Квитанция лежала на столе, как немой упрек. В графе чаевых пусто. Мейсон Ривера стояла посреди шумного придорожного кафе, где звенела посуда и пахло крепким кофе. Эта пустая строка ощущалась тяжелее, чем вся длинная смена. Дело было не только в деньгах. Это было очередное напоминание о том, как легко жизнь проходит мимо тех, кому и так нелегко. Мейсон было 27. Она одна растила маленькую дочь и работала без выходных, стараясь удержать хрупкое равновесие между арендой, едой и заботой о ребенке. Утро начиналось затемно, вечер заканчивался далеко за полночь. Усталость стала частью формы, спрятанной под фартуком. В тот день посетителей было особенно много. И среди них появился мужчина, который сразу изменил атмосферу зала. Он не требовал внимания, не повышал голос, но держался спокойно и уверенно. Позже на чеке Мейсон увидела имя — Нейтан Блэквуд, которое тогда ничего ей не сказала. Она обслуживала его так же, как всех, внимательно, без суеты, с той самой тихой вежливостью, которую обычно не замечают. Он ел молча и ушел так же незаметно, как пришел. Когда Мейсон вернулась убрать стол, она увидела квитанцию без чаевых. Внутри неприятно жалось. Мысли сразу ушли к списку покупок, прикрепленному к холодильнику дома, и к дате ближайшего платежа. Но она все равно аккуратно протерла стол, как всегда. И тут тарелка слегка сдвинулась. Под ней оказался сложенный лист бумаги с ее именем, написанным ровным почерком. Мейсон раскрыла записку уже позже, когда шум в зале стих. Внутри не было громких слов, только наблюдения о том, как она работает, как держит детский рисунок в кармане, как остается доброжелательной, даже когда день тяжелый. Записка заканчивалась фразой, от которой у нее перехватило дыхание. Это не подачка, это возможность. К записке прилагались визитка и чек. Сумма не была показной, но ее хватало, чтобы закрыть самое срочное и впервые за долгое время спокойно выдохнуть. И главное — приглашение связаться без условий и обещаний. Прошло время. Мейсон не бросила работу сразу. Она узнала, что Нейтан руководит фондом, который ищет людей, умеющих работать честно и внимательно, а не тех, кто громче всех просит. Записка была не проверкой покорности, а проверкой внимательности. С поддержкой, обучением и наставничеством Мейсон открыла в себе способности к управлению и организации. Со временем она взяла на себя больше ответственности, помогла обновить работу кафе и превратить его в место, где могли работать такие же родители, как она сама. Спустя годы Мейсон стояла за тем же прилавком, только теперь с уверенностью и улыбкой. Ее дочь делала уроки за стойкой, зная, что рядом надежный мир. Иногда перемены не приходят громко. Иногда они ждут под тарелкой, пока кто-то не заметит.